Дай угадаю, ты, наверное, как и я раньше, когда видел веганов в жизни или в интернете, всегда думал, что это, ну скажем так, ребята на своей волне, которые жуют одну траву. Меня вот это вот все вообще не касается, я каждый день хаваю курятину и чувствую себя офигенно. Зачем мне себя ограничивать ради каких-то там животных? Но что если я скажу тебе, то что веганство это далеко не только про жалость к животным, но еще и про нифиговое улучшение обмена веществ и получение огромного прилива энергии. Что, интересно? Сейчас все расскажу. Просматривая очередную историю с очередной инстакрасавицы, я услышал это. Девочки, вы даже представить себе не можете. Я уже целую неделю не ела мясо. Чувствую такой прилив энергии, будто бы заново родилась. В общем, всем рекомендую переходить на веганство. Я сразу же начал гуглить всю инфу про отказ от мяса, узнал кучу нового, понял, что всю жизнь себя обманывал и принял серьезное решение попробовать веганство на себе. Для начала очень важно понять, что веган и вегетарианец это не совсем одно и то же. Всего существует 4 вида отказа от продуктов животного происхождения. Первые отказываются только от мяса, но продолжают употреблять яйца и молоко. Вторые отказываются еще и от яиц, третьи же наоборот отказываются от молока, но употребляют яйца, а самые хардкорные не хавают вообще ничего. И именно с такими ограничениями я и прожил целый месяц. За последние пару лет тенденция на эко-френдли и здоровый образ жизни набрала огромные обороты. Все чаще в магазинах можно встретить отделы с биологически натуральными продуктами и пищей для веганов, в любом европейском Макдональдсе всегда есть веганские бургеры. Да и чего уж тут скрывать, скоро мы все перейдем на растительное мясо. Но особо не волнуйтесь, говорят, на вкус оно не такое уж и плохое. Хотя... Да, не так уж и плохо. Безусловно, все это делается исключительно с целью защиты планеты, но на деле такие изменения неплохо так скажутся и на нашей с вами жизни. Яйцо. Казалось бы, что с ним может быть не так? А ты знал, что яйцо – это один из самых холестериносодержащих продуктов в мире? И если ты будешь употреблять больше 2 штук в день, то постепенно твои сосуды начнут закупориваться жировыми бляшками, что по итогу приведет с огромной вероятностью к атеросклерозу. Прикольно, правда? С молоком же ситуация немного иная, но оно вообще безвредно. Ну, правда, если тебе меньше 20. Гиперактивность лактозы очень сейчас. Ну, поэтому часто, наверное, говорят, что взрослым лучше не пить молоко. Да, это реально такая тема, что, знаешь, грубо говоря, прям так говорят, что типа до какого-то определенного возраста пьют молоко, знаешь, как типа для костей, типа и так далее. А потом часто взрослые вообще отказываются от молока. У меня очень много знакомых, которые жопу сносят от молока. У кого-нибудь есть такая же тема? Ну, вот у меня у бывшего была аллергия на лактозу. Вот. Но это не смертельно, бля, ну просто неприятно на самом деле. Все вот эти продукты, ну, Ни мороженку не поесть, каких-то ничего продуктов, такого. это просто дискомфорт доставляет в жизни. Ну чем же тогда вредно мясо? Но оно вызывает рак, служит причиной появления паразитов в организме, ухудшает работу сердца, повышает артериальное давление, вызывает проблемы с суставами, вызывает тяжесть в желудке, ухудшает работу пищеварительной системы, причина запоров, вызывает аллергии, является причиной неприятного запаха изо рта и пота, вызывает астму, служит причиной сахарного диабета, ухудшает состояние кожи и волос, и единственное, что из этого списка меня реально волнует, крадет энергию. Возможно, сейчас я для кого-то открою глаза, но мясо – это довольно-таки тяжелый для переваривания продукт, из-за чего организму требуется очень много энергии, которую ты мог бы потратить на что-нибудь более полезное. Например, научиться делать 3D-модель банана. Почему бы и нет? Так как изначальной причиной этого эксперимента стала закончившаяся дома курица и отсутствие желания идти в магазин, времени на продумывание нового рациона у меня не было. Но если раньше с утра затачивал омлетик из 3 яиц и молока, а днем хавал гречку с курицей, то теперь у меня осталась только гречка. Поэтому все равно пришлось идти в магазин. Поначалу полностью отсутствовало понимание, что вообще можно есть. Захотелось купить любимый салатик, опа, а там майонез, а в майонезе яйца. Захотелось купить дошик, опа, а там кусочки сушеного мяса. Захотелось мороженого,
Ну вы поняли. На чистой интуиции я закупился фруктами, соевым молоком, овощами, овсянкой и горошком. Согласись, не такой уж и плохой наборчик, чтобы питаться так хотя бы тестовые 30 дней. И поначалу все и правда было здорово. Я продолжал пить свой любимый кофеек, хоть и с не столь привычным молоком, хавал сладкие фруктики и даже на секунду не ловил себя на желание отведать животной плоти. Но в один момент все пошло вообще не в ту сторону. По моему прежнему рациону можно было легко понять, что питаюсь я довольно-таки сбалансированной, скажем так, не особо вредной пищей. Я думаю, причину этого объяснять не стоит. Слушай, мне-то, конечно, все равно, но ты не думаешь, что тебе пора бы уже сесть на диету? Да, наверное, ты права. Ведь если ты наконец не начнешь... За последние полгода я довольно-таки хорошо приучил свой организм придерживаться одного режима питания, и в случае чего быстро к нему возвращаться. Однако из-за резкой смены этого режима и отсутствия плотного белкового завтрака, я совсем себя запустил. Вместо ежедневной овсянки с фруктами я начал хавать чипсы, сладости, да и все что угодно, кроме полезной пищи. Все это продолжалось практически 2 недели. За это время я, конечно, тестировал и полезные продукты, например, молоко. Точнее, не молоко. На мое удивление, молочных аналогов в ближайшем гипермаркете продается просто на любой вкус и цвет, хоть и цены на него раза в 2, а то и в 3 выше, нежели на обычные из коровы. Основой такого молока выступает, например, соя, кокос, рис и даже гречка. Существует еще огромное множество всяких там коктейлей, ну типа там с бананом, миндалем, ну или как вам вкус кокоса и кешью с добавлением березового сока. Парашата еще. От себя могу порекомендовать простое рисовое молоко. На вкус, правда, очень приятное. Шел примерно 15-й день моего эксперимента, и я начал понимать, что пора бы уже что-то менять, ибо с таким питанием я открою в себе не новые потоки энергии, а как минимум язву. Поэтому я сразу же начал искать продукты питания с высоким содержанием белка, которые заменили бы мне яйца по утрам и помогли бы себя чувствовать сытым намного дольше. Опробовав кучу всего, я все-таки пришел ко мнению, что лучший продукт, который станет основой моего рациона, это фасоль. Именно в ней содержится наибольшее количество полезного белка, а недостаток жиров я компенсировал поеданием орешков. На данный момент прошло уже больше 30 дней, так что официально эксперимент можно считать завершенным. На удивление, за все это время меня совершенно не тянуло отведать животной плоти, но и при этом какой-то супер энергии и супер бодрости я в себе также не ощутил. Зато я ощутил в себе просто кайфовейшее чувство легкости. Серьезно, ты вроде бы закрыл все свои потребности в еде, но при этом ты вообще не ощущаешь, что твой желудок чем-то забит. В общем, обмен веществ явно прокачался. Также, если верить статьям из интернета, то у меня образовалось достаточное количество защитных бактерий, на треть уменьшился уровень холестерина, включились хорошие гены, не возник дефицит питательных веществ, в частности, витамин В12 и кальций. Это очень важный момент, поэтому незадолго до эксперимента я начал принимать пищевые добавки, которые этот дефицит и закрывали. И осталось ответить лишь на один вопрос: буду ли я веганом и дальше? Ну, конечно же, нет. Зато я стану лакто-вегетарианцем. Смысла отказываться от молочных изделий у меня совершенно нет, но мясо и яйца я в обычной жизни употреблять не буду. При этом отказываться от аппетитных блинчиков или сочного шашлыка я явно не стану.